Помощница помогает мне вышивать. Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал рукоделия и вышивки крестом, и это вышивальный влог. Эта неделя какая-то суматошная. Я вернулась с выставки, я монтировала видео с выставки, я монтировала видео с покупками, и как-то я совсем позабыла снимать вышивальный влог. И, я немножко вышивала, поэтому я сейчас вам покажу. У нас сегодня уже среда, я смонтировала оба видео, и обзор выставки, и покупки. Я надеюсь, вы их уже посмотрели. Если не посмотрели, я непременно оставлю ссылочку на видео. Проходите, также смотрите видео Лены Луцковой, она тоже была на выставке, она тоже снимала выставку, и она как раз сняла больше того, чего у меня нету, там и крашеные ткани, и керамика, и эти деревянные изделия тоже очень-очень интересные. Я оставлю ссылочку, заходите к Лене, у нее как раз там в начале видео именно с той части выставки. Выставка проводилась в двух частях. Я больше снимала в одной части, а вот Лена как раз больше снимала во второй части. И я так думаю, наши оба видео дополняют одно другое, поэтому обязательно заходите к ней и посмотрите то, что вы не видели в моем видео. Я немножко вышивала в перерывах от монтирования видео, и я вышивала мою Эйфелевую башню в розах. До роз еще дело не дошло. Я вышиваю вот эту перловку, эти голубенькие цветочки. Я так думаю, это будет самое сложное во всей этой вышивке. Мало того, что это россыпь такая, видите, я вышиваю по саге и начинаю вышивать, и иду дальше и дальше и дальше. И вот где они рядышком эти, можно как бы легко отсчитать, еще полбеды. А где они далеко друг от друга стоят, я уже на вот этой вот части несколько раз ошиблась, и практически по 2 раза я повышивала вот эти голубенькие цветочки. Так что, как обычно, я решаю, когда я вышиваю на саге, не идти далеко вот как вперед. Я надеюсь, я здесь нигде не ошиблась и все правильно отсчитала, а вот так, чтобы одно за другое цеплялось, и чтобы я не ошиблась. Вот так красиво выходят эти незабудочки. Конечно, заморочная. Я еще представляю, эти все цветочки надо будет бэком обводить. Я хочу закончить эти голубенькие и перейти к розам. Сейчас как раз весна, такое именно настроение вышивать вот это все, потому что оно как раз в тему. Вот. Пока все, до следующего включения. Так, давно не было кулинарной странички. У меня есть цыпленок. Я нашла рецептик, сейчас попробую, и если будет вкусный, вам покажу и расскажу. Надо розмарин. Вот у меня растет в огороде розмарин. Можно и сухой взять розмарин. И 2 больших зубчика чеснока. Вот измельчаем его так меленько-меленько. В эту смесь добавляем соль. И добавляем перец. У меня вот белый перец. Я думаю, если вы душистый перчик на молотый добавите, будет не хуже. Это нам надо все перетереть. И вот этой массой натереть нашего цыпленка и оставить его на 20-30 минут мариноваться. Сейчас цыпленок должен быть вымот и хорошенечко обсушен, прям сухой-сухой. Вот как выглядит натертый цыпленок чесноком, розмарином и соль, перец.
Сейчас я его оставлю на 30 минут, сама пойду в душ, потому что я только что со спортзала вернулась. Так, теперь на наш противень или форма, что у вас есть, я добавляю немного, у меня подсолнечное масло без запаха. Ну, вот так будет вполне себе достаточно. Теперь выкладываю нашу уже замаринованную курицу грудкой вверх. Оставляю там розмаринчик, оставляю там чеснок и отправляю в духовку 250 градусов, заранее разогретую, на 40-45 минут. Посмотрим, что получится. Да, время от времени открываем, смотрим на нашу курицу, как она там поживает. И поливаем ее сверху нашим видите, уже зарумянивается. Так, ну посмотрим. Вот такой симпатичный зажаристый цыпленочек у меня получился. Курочка внутри пропеченная очень хорошо, но не пересушенная. Ну, вот такой у нас получается обед. Это у нас сегодня праздник, День папы. Так что у нас будет цыпленок с брокколи. Попробуйте непременно, получается очень-очень вкусно. И так как я вам говорила в видео о покупках, кто не видел, заходите, посмотрите, оставлю ссылочку. Я хочу стартануть вот с этим дизайном Happy Easter. Ну, так же, как я и говорила, я это хочу оформить в яйцо. С одной стороны этого яйца, такое яйцо, напомню вам, с одной стороны у меня будет зайчиха, а с другой заяц. И я подобрала уже ниточки. По ключу здесь только белое, все остальное... Нет, вру, по ключу там, ну, штучек 5, наверное. А все остальное у меня подбором, потому что вот розовенького у меня, например, нету. Ну, некоторых у меня ниточек нету, я взяла подобные, потому что для такого маленького сюжета не хочу я бежать, сломя голову, искать где-то это ниточки, потому что у меня это реально такая какая бы непростая задача. Еще тот квест, как говорят. Здесь вот розовый есть в ушках, вот даже сейчас не видно вам, наверное. Ну, давай. Не хочет она никак. А ну-ка так попросим. Вот так. Вот видите, на ушках у нее там немножко розовенького. Вот этого розовенького у меня нету. И я решила на более контрастном, конечно, вот здесь этот серенький, он очень милый. А я решила вышить ее на вот такой ткани. Это, если помните, я экспериментировала, там все красила. Своих птичек, когда... хотела вышивать, красила что-то. Мне прям это напоминает, знаете, вот этой луковой шелухой крашеные яйца. И мне кажется, они будут более контрастные, более выгодно эти кролики выглядеть на этой ткани. Либо взять этот... Ну, а вот такой именно, такую, как бы, как это сказать, композицию я, может быть, выщу в следующий раз. Так что пока я хочу именно на яйцо вышить себе таких кроликов. Ну, одним словом, я хочу посмотреть. Если мне эта ткань не понравится, как она выглядит, то я возьму какую-нибудь другую. Ну, а сейчас начну и посмотрю, что получается. Пасхальную композицию. Люстра, как и всегда, у меня служит каким-то вешалкой, подвешиванием. Все. Вот моя салфеточка красивая, раскрасивая, которой я неимоверно горда. Конфетки. И мой зайчик. Какая красота. Тра-та-та. И вот так это все вместе смотрится.
Класс. Я это сделала. Это называется для меня, это если у тебя в жизни не хватает адреналина, повышивай хардангер, повыдергивай ниточкой, и чтобы у тебя все сошлось. 4 на 4, 4 на 4, все куда-то все сошлось. И я счастлива без памяти, что у меня все получилось. Вот этот элемент, вот это вот я вышивала 5 раз, но вот я вам не вру. Это я 5 раз перешивала, и все равно мне не нравится, как оно получилось. Ну, уже все, не буду, потому что хватит. Или, может, переделаю. Посмотрим. Обожаю этот магазин. Здесь всегда такие классные идеи. Смотрите, какие курячая идея в этот раз. Смотрите, какие здесь курочки. Класс. Эти смешнючие какие куры. Ну, вот здесь прямо. Вон там курочки. Какие классные. Я вам покажу, что мне удалось навышивать за вчерашний вечер. Вот такое платьице. Естественно, я начала не на том, на чем я вам показывала, как это обычно у меня и бывает. Планирую одно, получается совершенно другое. Ну вот здесь я начала с зайчихи, крольчихи, либо с девочки, как сказать поправильнее. Не взяла я, естественно, ничего, буду тыкать пальцем. Ну вот, видите, я платьечко начала, вот рукавчик отшила, вот здесь кусочек отшила, мне осталось немножко. Конечно, можно было все это делать, но вчера моему мужу срочно приспичило ехать в Германию, и он мне весь вечер морочил голову, и на следующей неделе мы едем в Германию, так что я боюсь на следующей неделе, в отличие от этой недели, которая была насыщена всякими видео, не будет вообще видео, потому как вряд ли я в дороге, я буду, наверное, снимать, но монтировать вряд ли я там буду. Ну, посмотрим, короче говоря, будет день и будет пища, как говорится, увидим. Удастся мне смонтировать, очень хорошо. Вышивать, не знаю, возьму с собой кукурузу, ну, может, и этих зайцев возьму. Мне хотелось, конечно, зайцев, ну, следующая неделя, последняя неделя перед Пасхой. Ну, возьму с собой, отошью, оформить, оформлю к другой Пасхе, короче говоря. Что я вам еще хотела сказать? Вы представляете, вот это я показывала вам покупки, я ждала, что мне придут покупки, которые я заказывала по почте, я там с Алиэкспресса заказывала, ну, я вам говорила, застежки на браслетик там какие-то, и на 1, 2, 3 стич я заказывала наборчики, и на Алике опять я заказывала органайзер для хранения бисера. Сейчас вам покажу, все пришло. Ну, отдельно уже видео для божечки мои. Отдельное видео про покупки уже снимать не буду, покажу в этом. Ну так, я не знаю, будет ли вам это интересно. Вот я заказала вот такие застежечки. Вот это самые широкие, эти самые маленькие и эти самые средние. И в серебряном цвете. Почему-то у меня столько золотых получилось и только одна серебряная, как странно. Ну ладно, что же. Все в золоте будет у нас. Заказала вот такой микс вот этих бусинок разных всяких. По 3 миллиметра они. 500 штук написано здесь. Потом смотрела, когда что эти приступы бисерные, как их, браслетики у меня было. Смотрела там YouTube, и одна там блогерша давала ссылку на Алиэкспресс и говорит, Миюки там вообще продается бисер даром. Ну, даром, как вы знаете, за амбаром. Ну, я не знаю, Миюки не Миюки. Ну, вот такой, белый и черный я взяла. Белый и черный всегда пригодится. Вот в таких этих тубик. Ну, прикольная, не? Еще не открывала, еще не пробовала, ничего не могу сказать. И потом я заказала еще... Сейчас открою, чтобы не шелестеть.
вот такую всякую гору. Вот такой черный, но это как рубка. Если те кругленькие, то эти такие длинненькие какие-то. Я не секу в этих Миюки, Делика вообще. Мне вот наборчик мелких, что положили, я тем и вышиваю. Смотрите, какой красивый цвет. Эти я купила, цвет понравился. Вот такой-то. И вот этот розовенький, вот такие они. Я подумала, вот так в браслетике они вместе будут прикольно смотреться. Потом у меня серебряная. Вот, наверное, я взяла только один наборчик серебряного, потому что у меня серебряного вообще бисера, как выяснилось, из всего моих залежей серебряного бисера нету. И вот такой золотой и золотой более зеленый. Ну и черный этот заказала, потому что он отличается от этого черного. Видите? Потому как я наивно полагала, что у меня есть черный, я начала вот тут браслетик плести, но я вам показывала черный с золотым. Он оказался зеленым, представляете? Ну такой темно-темно-зеленый, и когда вместе не видно, а когда начала плести, увидела, что он зеленый. Ну и купила для всего этого богатства органайзер. Вот такой здоровый. Сейчас подниму камеру, покажу. Вот, пришел он у меня, видите, поломанная вот здесь вот эта фишка. Но она мне не нужна, я все равно ж подвешивать на продажу не буду ее. Хотя обидненько. Но отправлять назад не буду, потому что доставка была мне бесплатная. А если отправлять назад, надо платить. А у нас платить это будет стоить дороже все вместе взятого. Так, ну открывайся, не хочу тебя поломать. Так, вот смотрите, какая вот такая коробка. И вот здесь внутри вот такие коробочки. Я подумала, что они побольше, чем вот эти коробочки, как тик-так, тик-тук, как он называется. И я подумала, что в этих мне будет удобнее, даже если вот так просто открыть и набирать здесь будет удобнее. Так, это вот сюда. И вот видите, сколько его много. Так, это все, что было с Алиэкспресс. И сейчас... нет, не все, вру. Еще вот такие я купила. Квадратненькие такие. Переливаются. Так, с Алиэкспресс все. На 1, 2, 3 я купила, смотрите, вот это. Вот это я увидела у Маринки Прок. Она вышивала. Ну, вот это вообще какой-то ни о чем. Я не понимаю, зачем они делают вот такое гнусное превью. Ну, я увидела у Маринки, она вышила. Это, ну, просто фантастика. Очень красиво. Я вот поближе вам покажу. Во-первых, у нее какие-то другие цвета, чем здесь вот на этом превью. Может, это... Но она вроде вышивала все по ключу. Не знаю я, одним словом. Мне у нее очень понравилось. И я поэтому взяла. Ну, я такие вещи люблю. Потом я взяла от Rosewood Manor вот этот кофе. Это, наверное, Лена Тынкив на меня подействовала. Она у меня спросила: Ира, у тебя какие есть наборы про кофе? А никаких. Вот первый. Так что будет у меня набор про кофе. Красивые розы такие. Я думаю, это английские розы. Очень красивые. Так. И вот, помните, я вам рассказывала, это из Нэшвилля, это вот эти кружева. Some of my favorite things. Это некоторые из моих любимых вещей. Ну вот у меня сходятся кружева, розы, цветочки, птички. Ну все прекрасно, все красиво. Посмотрите, какие розы. Опять же, здесь какая-то... Вот эти вот все крашеные канвы, они, конечно, очень замечательные, прикольно, но мне кажется, теряется. Ну, вот на этих белых пятнах вот эти прекрасные кружева вообще потерялись. Ну, вот смотрите, вот здесь, мне кажется, вообще их не видно. Вот эти какие красивые. Видно вам их хотя бы? Ну, не знаю, я, если буду красить, я буду делать такой либо темно-болотновый такой, либо...
Не знаю. Может, я... А нет, здесь синие птички. Я думала, на том синем, что я у Таи купила. Ну, короче, это надо будет подумать. Все равно я завтра это не начинаю, так что это... Ну, и поржать напоследок. Я обещала, как говорили в 90-х. Пацан сказал, пацан сделал. Ну вот. Куда ж я без коров? Этот называется countryman. Деревенский снеговик. Видите, как он любит свою коровку в фартушке. Вот, так что вышивать не наперешивать. Я вам, как в прошлом видео сказала, все я подвязала. Очередной раз я вам говорю, все я подвязала с покупками. Никаких больше покупок. Как говорят итальянцы, баста. Ну и до следующего включения. Будет, наверное, завтра последнее включение. Потом мне надо смонтировать, все приготовить. И мы в воскресенье уматываем. И вот что у нас творится во дворе. Но уже на полпути мы к финишу. Вы полюбуйтесь на это ромашковое чудо. Прям ковер. И тюльпанчики мои. И примулы. Хвастаюсь вам моими тюльпанчиками. Смотрите, я посадила сюда тюльпаны в этот горшок. Но они такие маленькие, низкорослые. И вот они повылазили. Какая красота. Прелесть. А я обожаю весну, когда все цветет. Здесь, конечно, тюльпаны мои вовсю. Там у меня примулы вовсю. Оказались самые красивые белые примулы. Все, накуплю белых примул, посажу только белых примул. Здесь нарциссы у меня, гиацинты вон там. Красота неземная. Ну вот, забыла вам еще показать. У меня платье на Суазик тихонечко продвигается. Пол платья отшила, еще половина осталась. Ну что ж, друзья, устраивайтесь поудобнее. Пришло время продолжения истории. Кто не слышал историю, смотрите в предыдущем вышивальном влоге. Оставлю ссылку. Итак, последующие 3 дня были для меня пыткой. У меня развилась паранойя и комплекс неполноценности. Утром, когда дочь была в школе, я рыдала и вздрагивала от любого шума в подъезде. Помните, как у Булгакова? «А что это за шаги там на лестнице? А это нас арестовывать идут», сказал Азазела и выпил стопочку коньячку. Ну, как вы понимаете, коньячка у меня не было, оставалось трястись от страха. Паранойя дошла до такой степени, что я боялась выходить на улицу, думая, что сейчас меня схватят и поведут в места не столь отдаленные. Наконец-то на 4-й день мой приятель, он же директор, мне позвонил и с укором мне высказал, что они меня отмазали. Такие слова, это вообще капец. Но он от меня такой подставы вообще-то не ожидал. Я, видите ли, сдала всю контору. У меня жаргон какой-то приблотненный. Ну и простите, я передаю, как это было. И деньги они нашли, эту черную кассу. И дали они взятку за меня. Ну, короче говоря, он конкретно на деньги по моей вине полинял. Так что, дорогая, говорит, приходи в офис и за расчетом. Естественно, без всякой зарплаты, потому что ты мне и так, как земля колхозу, должна. Ну, как бы я там пыталась брыкаться и оправдываться, а что я могла сделать. И если я там была одна, я даже не могла эти деньги спрятать, куда мне их трусы надо было запихивать. Так я этого сделать не могла, потому что они у меня над душой стояли и глаз с меня не сводили, по налоговой я имею в виду. Ну, короче говоря, не слушал он особенно меня, бросил он трубку и сказал, приходи за расчетом, бросил трубку.
Одним словом, пришла я в офис, его там не было, ну, может, он там и был, просто не захотел со мной разговаривать, не знаю. Может, он думал, что я там закачу истерику и начну биться в припадке. Ну, короче, рассчитал меня его зам, ну, рассчитал, в смысле, отдал трудовую, зарплату, естественно, не дал и попрощался. Короче говоря, я почти месяц отработала, и без денег я пошла домой. Ну, я уже была рада, что все это закончилось, и я больше этих людей в своей жизни вообще не увижу. Ну, рано я радовалась. Офис находился в том же районе, в котором я жила. И время от времени мы с моим этим приятелем пересекались в супермаркете, но мы филигранно не замечали друг друга. Однажды мы практически столкнулись нос к носу на выходе, но оба тупо отморозились. Ну, вот мы посмотрели друг другу в глаза, отвернулись и пошли дальше, прикиньте. Ну, я не знаю, какие он чувства испытывал, но я всегда при встрече с ним вспоминала, как, ну, вот как меня использовали, знаете, как последнего лоха развели вообще. Не то, чтобы я там злилась на него или там не прощала его, но мне было так настолько неприятно, противно. Каждый раз, когда я его видела, так словно меня помоями обливали. Ну, я вернулась домой из этого офиса после расчета, и впервые за 3 дня я заснула и проспала, наверное, часов 15. Наконец-то меня покинули вот эти мысли, знаете, когда вы думаете, надо было сделать так, а надо было сказать так, а надо было ответить вот так, и я себя неправильно повела, и ты прокручиваешь эту сцену дурацкую в голове, и без конца она крутится и крутится и крутится. Говорят, люди так с ума сходят, потому что у них мысли, знаете, у нас мысли идут по спирали. Ну, а вот у сумасшедших она идет по кругу, и он не может соскочить с этого круга в спираль. Ну, я была рядом к этому. Короче говоря, на следующий день, я не знаю откуда, но мне пришла в голову мысль повышивать. Дело в том, что в моем окружении вообще никто не вышивал. Мама у меня шила, вязала, бабушка вообще не рукодельничала, насколько я помню. А тут я увидела на обложке журнала превью вышивки крестиком. Там была лейка с букетом полевых цветов. Я так полагаю, это был Dimensions. Ну, я не помню. Я помню, что это была настолько хорошего качества фотография, что там было четко видно все крестики, понимаете? Там можно было по превью посчитать все эти крестики. И, короче говоря, я вот по превью и вышила эту лейку с цветами. Представляете? Я сама, там, естественно, не было ключа. Ну, фотография превью, вы понимаете, о чем я говорю. И я сама подбирала нитки. Если я не находила нужного цвета мулине, я брала швейные нитки. Безусловно, я там накосячила не то слово. Я где-то нашла равномерку, именно равномерку, а не канву. Но я вышивала по горизонтали через 2 нити переплетения, а по вертикали через 1 нить переплетения. Как говорится, я художник, я так вижу. Отшив где-то с половины, когда уже было реально видно картинка, и мне как-то показалось очень странно. Моя лейка намного уже, чем на картинке. Ну, меня это не остановило. Я дошила свой шедевр. Я даже где-то нашла раму, оформила и гордо повесила на кухне. Ну, тут я вернулась в реальность, и я поняла, что деньги-то закончились. Ну, вот реально завтра не на что будет купить хлеба. Я не знаю, случалось ли с вами такое, когда у вас, ну вот вообще денег нету, даже мелочи. Вот со мной такое случилось. К моим комплексам добавился еще один самый большой страх в жизни – остаться без денег. К счастью, у моей 8-летней дочери на тот момент оказалось 2 гривны. Ну, не потратила, наверное, в школе на завтраки, не знаю. На те времена я смогла купить, там, наверное, килограмм творога. Потом
У меня дома, ну, как у всех, наверное, были запасы сахара, муки, были у меня яйца, молоко. На следующий день я отправила дочь в школу, а сама нажарила блинов и накрутила их с творогом. Получилось штук 20. Я сложила их в кастрюлю и пошла в ближайший магазин парфюмерии предлагать блинчики на обед. Вы не представляете, чего мне это стоило наступить на свою гордыню и заткнуть внутренний голос, который орал внутри: «Ты же инженер, ты же училась 5 лет, ты же писала там, я не знаю, курсовые, защищала диплом». Ну, типа, не для этого мама цветочек растила, и все в таком духе. Я стояла перед этой дверью, наверное, минут 5, чтобы ее заставить себя открыть ее и проблеять: «Не хотите ли блинчиков с творогом?» И когда тебе после такой душевной пытки как-то не очень дружелюбно, даже очень недружелюбно рявкают «нет», как ты просто скисаешь. Ну, может, мне это только так показалось. В смысле, ну, человек сказал «нет», а мне уже показалось, что мне рявкнули недружелюбно. Ну, короче, я скисла. И подумала, ну, в конце концов, сами съедим эти блины. Поплелась к другому магазину. Благо, на нашей улице их было несколько. Так, в следующем магазине продавали обои. Блинов они тоже не хотели. Потом были люстры. И они были не голодные. Последний шанс — оставались шторы. К счастью, в шторах оказалась голодной. И купили у меня почти все блины. Осталась как раз парочка. Ну, думаю, как мы пообедаем с дочкой. Вот так и началась моя эпопея под названием «Блины». Тогда-то я и узнала, почему на Масленицу жарят блины. Блины – это символ солнца, благополучия и процветания. Не знаю, зачем вам эта информация, но мне в тот период она попалась на глаза, и я подумала, ведь правда, блины похожи на солнце. Короче говоря, блины нас спасали на некоторое время. Через несколько дней слух о моих блинах пошел. И я уже жарила и для светильников, и для парфюмерии, и тоже. Через неделю всем надоело есть блины, и народ запросил мясо. Моя квартира превратились в кухню. Запах еды не выветривался вообще. Каждый день с утра пораньше я наготавливала, что я только не делала. Я жарила котлеты, фаршировала перцы, делала отбивные. Одним словом, ресторан на вынос. Ну, это, надо сказать, была прибыльная работа. Очень тяжелая, потому что я была одна, и мне приходилось с утра готовить. В обед это все тянуть, продавать. Потом ехать на рынок, закупать продукты на следующий день. Машины, как вы понимаете, у меня не было. И это надо было все тащить в руках. Первое время, когда еще не было достаточно денег для того, чтобы сделать такую конкретную закупку, мне практически каждый день надо было делать закупки. Потом я приспособилась закупаться на несколько дней. Брала такси, загружалась. Ну, как ни крути, дома один холодильник и не промышленных масштабов. Туда много не напихаешь. И все было бы хорошо. Дочери нравилось, что всегда в холодильнике есть наготовленные обеды. Мама удивлялась, как такая гениальная идея пришла мне в голову. А я таскала неподъемные сумки с базара домой, из дому на продаже. И в один прекрасный день, возвращаюсь я после того, как распродала, несу уже полупустые сумки и понимаю, что у меня отказывают ноги. Представьте, что вы водолаз в этой арматуре и идете по дну, с трудом переставляя ноги. Это как в дурном сне, когда ты пытаешься бежать, но не можешь сдвинуться с места. Полупустые сумки мне казались весят тонну. Я понимала, что со мной что-то не то. И чтобы не рухнуть там на дороге, я просто оставила буквально на тротуаре сумки и пошла домой. Жила я на 5-м этаже без лифта. И вот это восхождение на Эверест я, наверное, делала полчаса. У меня вот ничего не болело. Я просто не могла переставлять ноги, потому что они были тяжелые и не слушались. Ну, в конце концов-то я поднялась. Дочка была уже дома, вернулась со школы. Я ее отправила забрать сумки.
И я понимала так, что, наверное, эпопея с блинами на этом закончится. И действительно, врач сказал, что у меня обострилась межпозвоночная грыжа. На что я очень удивилась, а что у меня есть грыжа. И он сказал: ну вот, все, дорогая, никаких больше тяжестей тебе поднимать, больше 3 килограммов нельзя. И я говорю: как долго? Он говорит: навсегда. Я говорю: ну спасибо. И что же мне делать дальше? Ну, а что я делала дальше, я вам расскажу в следующем вышивальном блоге, если вам по-прежнему это все интересно. Пишите мне свои истории, пишите мне свои комментарии по поводу моей истории. Мне будет очень интересно почитать и пообщаться. Итак, друзья, суббота. И та-да-дам! Смотрите, я закончила свою зайчиху, крольчиху, как ее назвать. Смотрите, какая она получилась красивая, нарядная. Мне кажется, мой выбор был правильный этой канвы, этой ткани, этого цвета. Мне кажется, она выглядит гораздо ярче. Она здесь прямо у меня как невеста в белом платьечке. На таком фоне она очень-очень привлекательно выглядит. Если вот мы сравним с оригиналом, вот такая она здесь на оригинальной канве, на оригинальном льне. Ну, более рустикальная такая она здесь у меня, она понаряднее, конечно, вышла. Как вы считаете, правильно я сделала выбор? Ну что ж ты так качаешься-то? Господи, дотронуться нельзя к этому штативу. И, как видите, мне еще вышить яйцо здесь надо. И я его вышью, я его даже начала вышивать. Вот так, тут даже видно, заметно, видите, я распорола, я ошиблась, не тем цветом начала его вышивать. Но вышью еще обязательно. Идея у меня так и осталась по-прежнему. Я это хочу на пасхальное яйцо сделать себе на заготовочку. И вот такой зайчик получается. Happy Easter, может быть, со временем я и вышью и действительно на вот этом льне, как это называется, мокрый лен, да, этот цвет называется. Ну, одним словом, видно будет. Я так понимаю, это яйцо, а это тень типа от яйца падает. Но вот эта тень, она голубого цвета. И я боюсь, что на этом оно будет как-то нелогично выглядеть. Потому что, видите, вот я смотрю здесь, она корзиночку держит, и в корзиночке у нее там яйцо лежит. У меня вот тоже корзиночка, и там корзиночки яйцо, но как-то оно не очень, может, подальше его так выглядеть, оно будет получше. Ну, как вы считаете, правильно я сделала выбор или неправильно, напишите мне. У меня, собственно, есть лен. Вот помните, я вышивала футляр на телефон. Вот он, по-моему, такой цвет, какой здесь предлагают использовать. И у меня он есть. Я, в принципе, могла бы и на нем вышить. Но мне показалось, что будет более нарядная к Пасхе. Вот на яйцо, именно как я хочу на яйцо, будет, наверное, так. Ну вот, друзья, на этом и все. На этой неделе все, что я делала. Этого зайца я вообще сегодня утром вышила практически. У меня было, что я вам в предыдущем включении показывала. Вчера вечером я не вышивала вообще, от слова совсем. И зато сегодня я проснулась в 4 утра. Не знаю, с какого перепуга. И все. Сна ни в одном глазу. И теперь, я так предполагаю, я буду целый день ходить как зомби, потому что поспать 4 часа, я думаю, этого недостаточно. Так. И я лежала, наверное, час я лежала, пытаясь заснуть снова. Ну, ничего у меня не получилось. Я думаю, ну, смысл тогда лежать, я хотя бы повышиваю. Ну, вот и закончила. Сейчас у нас
9 утра, и вот у меня зайчик готов. Чем ты занималась этой ночью? Мы знаем, чем ты занималась этой ночью, называется. У меня есть еще вот такая ленточка. Я могу такой ленточкой оформить. Как вы думаете, классно будет? Или, наверное, зелененькая надо, как ее ботиночки и шарфик. Ну, короче, до оформления еще дело не дойдет. А на этом я мой вышивальный влог заканчиваю. Мне надо собираться, как я вам уже сказала. Мы завтра едем в отпуск в Германию. И если будет возможность, буду снимать, вам показывать, рассказывать, что мы видели. С собой я беру вот эту вышивку. Не знаю, буду или нет. Буду вышивать этого зайца.И я с вами прощаюсь. Спасибо, что меня посмотрели. Спасибо, что поставили лайк. Спасибо, что поделились с друзьями. Спасибо, что написали комментарии. Мне очень всегда приятно, когда вы пишете. Мне приятно, что вы делитесь своим мнением, что мы общаемся. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого наилучшего. Хорошей весны. Мирного неба. Всем пока-пока.